Компактная, но мощная Bluetooth-колонка со звуковой сценой на 360 градусов. Она воспроизводит мощный бас, имеет интересный дизайн, длительное воспроизведение, удобную сенсорную панель управления, встроенные эквалайзеры, встроенный микрофон и не только. Но это было сказано в рекламе, разумеется, колонки под названием Baseus AEQ-UR-V2. Но как же на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам расскажу, а вот с неймингом у них точно проблема. Распаковка. Коробка компактных размеров с привычным дизайном для бренда Baseus. На коробке есть изображение колонки и ее некоторые краткие характеристики. В комплекте с самой колонкой идет кабель для зарядки с USB-A на Type-C и руководство пользователя с наклейками. Колонка пришла целая, а значит для транспортировки ее достаточно хорошо зафиксировали. Вес Baseus 237 граммов, а габариты 82 на 85 на 85 миллиметров. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 8 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Подписывайтесь с колоколом. Перейдем же к обзору. Baseus V2 можно приобрести в белом и фиолетовом расцветках. Форм-фактор колонки компактный и удобный. При желании данную модель можно запихать в карман своей куртки, но, конечно же, она будет мешаться. Нижняя часть выполнена из тканевой обшивки и прорезиненного дна. Ткань не зафиксирована на корпусе, а попросту натянута. Остальной корпус выполнен из глянцевого зеркального пластика. Пластик очень маркий, и отпечатки на нем остаются без проблем, как мелкие царапины, так что назвать данную модель практичной однозначно нельзя. Колонка собрана в целом неплохо, учитывая стоимость, никаких зазоров мною обнаружено не было. Все материалы тактильно приятные, и сказать, что они прям дешевые, я точно не могу. Внешний вид колонки радует, и смотрится она хоть и не минималистично, но современная. И особенно круто в солнечный день или в помещении ее использовать, где много RGB подсветок. Далее, на корпусе расположен разъем для зарядки Type-C, микрофон и сенсорная панель для управления. Из кнопок на сенсорной панели имеется кнопка включения-выключения, кнопка play-пауза, кнопка сопряжения и регулировка громкости в виде плюса и минуса. Естественно, кнопки в комбинациях нажатий выполняют и другие команды, например, переключение треков, управление вызовами и переключение встроенного эквалайзера. А их тут 3 вида: вокал, стандартный и на улице. Громкость регулируется совместно с громкостью на подключенном устройстве, управление удобное, сенсорные кнопки на нажатие откликаются хорошо. Команды сопровождаются системными звуками, они не очень качественные, но и не совсем мрачные. Переназначить команды возможности нет, как и нет возможности подключения к фирменному приложению, за что минус. Микрофон же работает для своей стоимости отлично, опять же, если мы говорим про использование в домашних условиях. AUX-входа или разъема под microSD нет, как и заглушки на разъеме для зарядки, чтобы пыли меньше в него забивалось. Да и защиты от влаги и воды тоже нет. Советую ее дальше держать от мест с влагой, водой и пылью. Летим дальше. Оснащена Baseus AEQ-UR-V2 40-мм драйвером. Компания заявляет о запатентованной технологии звука конусного динамика, раздающего звук на 360 градусов, что в целом для данного форм-фактора не столь и удивительно. Плюс в этом ничего сверхъестественного в принципе нет. Главное, слоган громкий, да? Заряд аккумулятора в шторке на смартфоне самое главное отображается, мультипоинт на борту ко всему полноценный и до 2 устройств. После включения она автоматически сопрягается с ранее подключенным устройством. Из интересных функций на борту это функция стереопары. Просто покупаете вторую такую колонку и создаете стереопару. Далее, емкость аккумулятора составляет 1800 мАч, как, к слову, и у Anker Soundcore Glow Mini или Mini 3 Pro. Обзор на них на канале. Полный цикл зарядки занимает в среднем 2 часа 35 минут. Саморазряд есть, но он незначительный. Производитель заявляет о времени автономной работы до 30 часов на одном заряде при громкости в 70%. Скажите, что верится с трудом, не правда ли? По моим тестам, данная модель отыграла на этой громкости 9 часов. Автоматическое выключение в состоянии бездействия есть, но если не отключать Bluetooth, то колонка не выключается. Bluetooth версии 5.0 старенький, из кодеков на борту AAC и SBC, связь со смартфоном колонка держит отлично, задержка при просмотре видео на YouTube или фильмах, как и в играх, заметная, что тоже является фейлом. Игрового режима или как еще по-другому режима низкой задержки здесь нет. Примеры вы сейчас увидите и услышите.
Далее, звучание. Данная модель не особо меня впечатлила своим звуком. Я сразу рекомендую обратить внимание на колонки подобного форм-фактора от Anker Soundcore. Правда, там чуть дороже будет. К примеру, Glow Mini. Но по всем моментам превосходит эту модель от Baseus. С другой стороны, если будет возможность купить эту колонку неприлично дешево, то в целом ее можно рассматривать в покупке. 3 встроенных эквалайзера. Не скажу, что отлично настроены, но в целом нормально. Со стандартным эквалайзером мы имеем неплохо сбалансированный звук, приятный и чистый вокал. Достаточно проработанную середину, но мне лично не хватает баса и, разумеется, громкости. Пример звучания я вставляю, но не устаю напоминать. Звук, который вы слышите, далек от того звука, который воспроизводит эта колонка вживую. Минусы. Корпус марки, сборка хромает, нет влага и пылезащиты, нет поддержки приложения, заметная задержка, звучание могло бы быть и лучше. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Резюмирую. Беспроводная колонка AEQUR V2. Неплохая колонка за эти деньги, но я бы взял что-то от Anker. Что действительно меня порадовало в этой модели, так это хороший микрофон в режиме hands-free. Ну и все. Девайсу от меня скромная да на лютых распродажах. Подписывайтесь на канал с колоколом. Огромное спасибо за просмотр. Добра и удачи вам, дорогие друзья.